Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды, и с вами я, его ведущий, Олег Бурылов. У меня для вас важная новость. Только что я поговорил по телефону с отцом Рамиля Шамсудинова, салимчаном. Так скажем, люди добрые помогли, дали номер его телефона. Мы с ним договорились теперь постоянно быть на связи. Если какие-то важные новости будут о Рамиле, о подвижках в деле его, он будет делиться со мной этой информацией. Пообщался с салимчаном, он видел мой канал, рассказал, говорит, все правильно ты сказал, чистая правда, говорит, все так и было. То есть салимчан общался с Рамилем, тот рассказал ему, что не давали есть, то есть какую-то баланду, там эту жижу давали есть. Иногда, говорит, даже не давали есть, просто там пинками, ну пошел отсюда и все. Похудел очень сильно, говорит, в СИЗО лучше кормят, чем в армии, представляете? Что за армия такая? Потом, рассказал, что трое так называемых дедушек постоянно издевались над ним, то есть дедовщина в армии существует. Это чистая правда. К ним еще присоединялся контрактник, по-моему, рядовой, ну и старший лейтенант Пьянков, всем уже известный, на всю Россию прогремел, конечно, тоже. То есть все, что Рамиль до этого рассказывал, это все чистая правда. Дедовщина в армии присутствует. Также 7 призывников потом после этого дела также себя почувствовали плохо. К ним ездили матери из Югры. То есть все очень печально. Ну, с другой стороны, салимчан сказал, что у него до этого старший сын, средний сын служили. Один из них стал старшим сержантом, второй на кране работал, говорит, все замечательно было на офицеров, говорит, не то что жаловались, говорит, наоборот, благодарили их. То есть, с другой стороны, тоже про всю армию говорить тоже, конечно, неправильно будет, что армия вся плохая, но дедовщина в армии существует, мягко говоря. Мне кажется, все равно эту призывную армию надо расформировать. Чем раньше, тем лучше. Надо переходить на контрактную армию. Это будет правильное решение. Такого беспредела уже не будет. Люди будут за деньги работать. Если что, могут всегда, как говорится, командира такого послать. Сами знаете куда. Ну, так скажем, лесом. И уйти, разорвать свой контракт. Призывники этого сделать не могут. Это, по сути, рабы. Призывная армия – это армия рабов. Ну ладно, сейчас не об этом. Отец Рамиля, я, кстати, поблагодарил его лично. Мне выпала такая честь, сказал, что очень рад, что салимчан воспитал сына героем. Тот сумел постоять за себя и отомстить обидчикам своим, насильникам. Все-таки я поблагодарил его, выпала такая честь. Салимчан Шамсудинов признался мне, что очень не хватает денег. Сейчас заблокировали группу ВКонтакте, там было 6000 подписчиков. Деньги, худо-бедно приходили. По селу они прошлись тоже с односельчанами, пообщались. 700 тысяч собрали, из них 500 тысяч сразу же, говорит, ушло на адвокатов. Поездки постоянные в Читу, представляете? То есть четвером они ездят, 3 адвоката и сам салимчан. Деньги нужны. Сейчас еще хотят провести независимую комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты из Питера приедут, из Санкт-Петербурга. То есть, сами понимаете, сколько еще вот тут денег уйдет, около 200 тысяч рублей. Примерно оценивается эта стоимость этой экспертизы. То есть, деньги
постоянно нужны. Ну просто съездить, Рамиля попроведывать, поддержать его морально. Представляете, то есть это все равно, вот кто-то написал, это дело чести. Это действительно дело чести. Защищая Рамиля Шамсудинова, все народы Российской Федерации, мы объединяемся. Независимо от веры, от вероисповедания, от национальности, от территориальных границ. Мы становимся единой нацией. Это наше общее дело. У нас сейчас родственники служат, сыновья, дети, внуки, братья, кто там еще, отцы у кого-то служат. То есть, понимаете, мы защищаем сами себя. На власть мы уже не надеемся, только мы сами можем себя защитить. Как защитил себя Рамиль Шамсудинов. Отец, кстати, рассказал, многие парни, да почти все, говорит, сразу же сломались. Вот Рамиль единственный держался, 90 килограмм до армии был, занимался спортом, рукопашным боем, греко-римской борьбой, здоровый парень. А говорит, в конце уже, у меня уже, говорит, руки начали дрожать, я, говорит, похудел, я уже чувствовал, они меня сейчас сломают рано или поздно. Ну и сами понимаете, чем это все бы закончилось. То есть это был единственный выход. Друзья, у меня к вам просьба. Все, кто может, у кого есть желание и возможность, пожалуйста, я вас прошу, помогите, кто чем может. Сейчас очень нужны в этом деле деньги. Именно деньги. Дело затянется еще на 6-8 месяцев в общей сложности, это как минимум. То есть там экспертизы, свидетели. Эту, кстати, часть позорную все-таки расформировали. С одной стороны, это хорошо, конечно, больше над парнями там никто издеваться не будет. Но с другой стороны, это плохо. Свидетелей сейчас будет намного тяжелее искать. Сами понимаете, это опять лишние расходы. В описании ролика выложу номер сберкарты, карты Сбербанка Салимчана Шамсудинова. Он, кстати, признался, что его карту уже несколько раз пытались взломать злоумышленники. Но у него там двойная защита, все как надо сделано, все деньги идут по назначению. Так что тут не беспокойтесь. Выложу адрес группы ВКонтакте, новая группа ВКонтакте набирает обороты. Там еще тоже люди пытаются собрать средства. Но средств сейчас все меньше и меньше становится. То есть люди начинают забывать об этом деле. Это все-таки действительно, вот кто-то в комментарии написал, это были выпущены пули чести. Это дело чести. Поддержите Рамиля и его отца, пожалуйста. Делитесь этим видео, пишите комментарии, максимальный репост этому видео. До свидания. Кто может, помогите, кто чем может. До свидания.